Всем привет, ребята! Вы на канале Error New. И недавно я собирал небольшого голосового помощника и подумал, в принципе, а почему бы вместе его все-таки не собрать на канале. Как он работает, как он выглядит, можете, в принципе, посмотреть в группе и к чему мы придем. Все ссылки есть в описании, обязательно посмотрите. И в этом видео, это будет несколько видео, несколько частей, там 2 и максимум 3 видео, за которые мы соберем с вами что-то подобное. Смотрите, к сожалению, нельзя просто так взять голос, его отправить, чтобы получить какой-то ответ. Нам придется делать несколько конвертаций. На входе мы будем получать голос, какой-то звуковой файл. Возьмем диктофон нашего телефона, запишем голос, сохраним и получим текст, звуковой файл. Затем возьмем этот файл и преобразуем его в текст. Тут нам понадобится библиотека, встроенная библиотека, которая называется Speech. Идеально работает, распознает прямо отлично распознает текст, то есть голос распознает и может вам выдать какой текст по тому звуку, который вы записали. Далее мы возьмем этот текст и отправим его Яндекс.GPT. По сути, это Яндекс.GPT и будет нашим мозгом. Мы будем общаться именно с Яндекс.GPT. У нас будет какой-то текст, мы отправим запрос сюда и получим ответ на наш запрос. Но он нам выдает только текст. Яндекс.GPT присылает нам текст. Нам надо будет взять этот текст, прогнать его обратно. Тут мы уже используем тоже библиотеку от Яндекса для генерации голоса. Там есть очень много интересных настроек. В принципе, самые стандартные возьмем. В итоге здесь мы генерируем наш текст в голос и на выходе получаем опять какой-то голосовой, то бишь какой-то MP3 файл. И его будем воспроизводить. По сути, вот всю такую цепочку нам надо будет пройти, чтобы сделать своего личного голосового помощника. Ну, пожалуй, начнем мы, конечно, вот с самого первого. Я думаю, что вот этот шаг мы сделаем за сегодняшнее видео. Вот это мы сможем где-то за следующее видео, а это уже за последнее видео. Может, это все за одно видео. Тут не так много, как кажется. Самый сложный, как мне показалось, это вот как раз вот эти моменты были. Ну да ладно, давайте начнем. Первым делом какой-то UI накидаем. Я хочу, чтобы было красиво, чтобы в тон нашего голоса, нашего звука у нас была какая-то анимация. Потом, когда нам будет отвечать GPT, мы тоже сделаем, чтобы этот кружок как-то увеличивался. Вы можете абсолютно любую анимацию добавить. Я покажу, как достать значение, которое изменяется по тону нашего голоса. В принципе, очень интересная штука. Давайте накидаем простой UI. Тут у нас, по сути, ничего сложного не будет. Будет самая обычная кнопка. Но для таких вещей я всегда готовлю сниппеты. Тут больше не про верстку, поэтому, думаю, обычную кнопку в UI-ките вы сможете накидать. Я возьму вот такую и размещу ее где-то вот в самом низу. По сути, она и будет вот тут находиться. Здесь сделаем иконочку play, потом будем менять. В соответствии какого-то значения. Вот, наша кнопка есть, и вот такой кружок нам понадобится. По сути, это обычный view. Скажем, что это у нас lazy var какой-нибудь circle view. Вы можете, как я сказал, делать абсолютно разные вещи в зависимости от того, что вы хотите. Можете несколько элементов анимировать, можете один элемент анимировать и так далее. Я, пожалуй, возьму самое простое. Создадим обычный UI view. Тоже будет все фреймами, никакие констрейнты нам тут не нужны. Скажем, что тут у нас background color пусть будет черный. Так, здесь у нас кнопка с вами тоже, да, черная. И зададим ему фреймы. Фрейм сначала у нас фрейм, то бишь даже давайте вот так, центр, view, центр. Добавим его по центру. Скажем, что у нас фрейм size, условно 100 на 100. И закруглим его. Layer, corner, radius 50. Вот, некий круг у нас получился. Вот, честно, это весь наш UI. Тут не столько про UI, сколько про работу как раз всех остальных вещей. Добавим все это сюда. И все. UI, по сути, готов. Давайте посмотрим, запустим. Учтите, микрофон... По сути, да, микрофон не работает в симуляторе, поэтому мы будем подключать сюда обычный iPhone в качестве симулятора. К сожалению,
минус этих симуляторов в том, что они не работают ни с камерой, ни с микрофоном. Вот по сути с аппаратными средствами. Но в остальном случае 98% того, что вы будете делать, обычного симулятора хватает с лихвой. Хорошо, UI есть. Теперь что мы должны будем делать? Ну, по сути, нам надо будет нажать кнопку, нажать надо будет нашу кнопку, так немного почему-то съехало, сейчас поправим, и запустить наш диктофон. Диктофон у нас с вами запишет голос, сохранит его, а потом мы будем его вытаскивать. Так, давайте вот так сделаем. Тут есть один нюанс, который я хочу проверить. Да, отлично. И смотрите, нам нужна еще одна переменная, которая будет у нас называться private var origin scale. Сюда будем записывать стандартный размер, потому что когда у нас будет он меняться, просто будет вот трансформ меняться. Это у нас CG, вернее core CG, вот, трансформ, вот. Это стандартная позиция. И скажем, что у нас стандартный scale будет origin scale равно, берем transform scale by 1. Все, сохранили сюда стандартное значение. Потом будем его менять. Хорошо, теперь давайте напишем наш голосовой менеджер. Ну, вернее, напишем наш диктофон. Чтобы все было красиво, будем папки создавать. Смотрите, код у нас немного корявенький получится. Возможно, в конце мы его немного сделаем некий код ревью. Ну, пока наша задача написать основной функционал. Но будем пытаться писать все это красиво. Контроллер. Тут у нас, по сути, один контроллер будет. И Voice Manager напишем. Потом у нас будет нетворки и так далее, и так далее. Хорошо. Давайте здесь даже напишем Record Manager. Потому что тут мы будем с вами записывать. Создадим некий Record Manager. И это у нас будет обычный класс Record Manager. Здесь нам понадобится библиотека такая, как AV Foundation, потому что здесь у нас работа с аппаратными средствами, как с камерой, как и с проигрывателями, так и с диктофоном и так далее. Хорошо. Что нам тут понадобится? Нам понадобится несколько функций. Первая функция это у нас будет, давайте даже сделаем ее приватный, Setup Recorder. Это будет настройка нашего рекордера. Вот, Setup Recorder. И нам нужно будет создать, говорим, что у нас есть private, вот, var какой-то рекордер, так и напишем, только давайте вот опциональным сделаем. И в целом все. Здесь первым делом мы скажем, куда save, куда мы будем и что сохранять. Скажем, что у нас он будет называться audio file name какой-нибудь. Возьмем файл менеджер, возьмем default, возьмем URLs, как обычно. Тут документ директории сюда сохраним. Так, user domain mask first и добавим сюда append patch компонент. Так, это нам, в принципе, не нужно. И как будет называться наш файл. Смотрите, у нас каждый раз он будет перезаписываться, поэтому нет смысла, мы не будем хранить все наши голосовые файлы. Если вам так нужно, то можете уникальные значения сюда передавать, но наша задача каждый раз сохранять новый файл и его считывать. Допустим, recording. Вот, смотрите, формат такой. Вот формат у нас получается M4A. Вот потом только надо будет потом учесть, что SpeechKit, наш SpeechKit от Яндекс возвращает MP3. Ну, там можно тоже все это настроить, но мы будем MP3 делать. Смотрите, есть такой объект, который называется
рекордер, вот он наш AV, и вот через сеттинг, плюс это true функция. Давайте скажем, что у нас есть какие-то сеттинги. Сюда можно настроить вообще очень много интересных вещей. Но нам тут важно следующее. Так, let settings. Да, мы сюда добавим такую штуку, как AV encoder. Так, если не ошибаюсь, AV encoder. Вот, качество нашего звука. И смотрите, тут можно битрейт настраивать, можно каналы настраивать, и много интересных вещей. Если вдруг вам это нужно, можете почитать, вот просто открывайте эту библиотеку и читайте, там все есть в документации. Нас интересует просто качество записанного звука. Тут есть вот разные низкие, максимальные, нам пока хватит high, raw value. Окей, сеттинги мы сюда добавили, и нужен URL, куда мы будем это все дело записывать. А записывать мы будем сюда. И смотри, так как это true функция, давайте сделаем по красоте do catch. Так, и тут, допустим, выведем, чтобы было понятно, ошибка. Давайте init error. Вот выведем эту ошибку, чтобы понимать, что она тут вообще была. Вот. Давайте вот так, рекордер, чтобы у нас там много будет этих ошибок. Рекордер, init, error. Хорошо, и тут не забываем вот так. Все, проинициализировали. Так, аудиофайл name. Аудиофайл name, ему не нравится. Да, опционал. Так, в целом, это у нас опциональное значение, а здесь нам нужен, давайте посмотрим, какие вообще тут есть инициализаторы. URL, setting, да, в принципе, вот, нам нужен не опциональное значение. В принципе, можно через doCatch пропустить, но смотрите, тут у нас он будет, по сути, всегда. Этот файл будет всегда. Делать вот так, конечно, я не рекомендую вам. Вот, можете это прогнать через guard, а можно еще вот так вроде. Смотрите, вот так он должен вернуть нам. Так, patch компонент, appending, patch компонент. Вот. Да, вот так он вернет нам не опционал. Ну, first, он есть всегда. Просто он думает, что, что вот так одинаково, только first вам вернет опционал, потому что он может быть пустым. Тут, по идее, тоже может быть пустым, и как бы тоже должен был вернуть опционал. Ну, логика такая, оставим. Все. Чтобы тут не делать вот так. Пусть будет так. Хорошо, рекордер мы сделали, и давайте теперь его настроим. Мы говорим, что наш рекордер, мы хотим следить за метрикой. Is метрик true. Это как раз нам дает возможность следить за метрикой, ну, по сути, следить за тоном нашей записи. Он будет показывать уровень громкости, вернее, да, уровень громкости. Дальше берем prepare to record, подготавливаем к записи. И смотрите, тут есть такой не костыль, но без этого он толком не работает. Мы берем наш рекордер, записываем, смотрите, play, вернее, рекорд, и сразу останавливаем. Это нужно нам для того, чтобы этот объект уже был проинициализирован. Вот без этого, в момент первого запуска, если мы вот это вынесем функцию play, а это я хочу в init вынести, этот объект, он как ничего не запишет. Вот сколько я не делал вот в этом примере, я столкнулся с такой проблемой, что даже вот при такой настройке, без вот этого, сразу старт, сразу стоп, он по сути просто пустой маленький файлик запишет, это нам особой погоды не делает. Но без этого при первом запуске файл пустой записывается, как будто он не успевает проинициализироваться. Поэтому вот такой искусственный метод. Хорошо. И тут в init мы запустим эту функцию. Все. И теперь, когда мы сделаем экземпляры этого объекта, у нас уже будет готовый к записи, потому что мы сделали такой холодный старт,
готовый к записи наш рекордер. Все, это, по сути, объект готов. Теперь давайте напишем некоторые функции. Функция первая, которая у нас будет, это start func, который мы будем вызывать при нажатии на кнопку Start Recording. Говорим, что у нас тут есть наш рекордер. Подготавливаем prepare to record. Record. Все, запись идет. И теперь нужно запустить какой-то мониторинг. Вот этот мониторинг и будет отвечать за отслеживание уровня громкости нашего голоса. Вот, сейчас пока оставим, напишем start monitoring и запишем функцию. И вторая функция stop recording. Тут, в принципе, то же самое, рекорд, останавливаем, есть. Дальше нужно будет остановить мониторинг, потому что нет смысла, у нас там будет таймер, его надо будет отрубить. Остановим мониторинг, и тут надо будет сбросить наш таймер. Reset таймер. Все, окей. В принципе, в дальнейшем еще сюда делегаты добавятся, но не будем слишком забегать вперед. Хорошо, давайте напишем теперь функцию нашего мониторинга. Говорим, что у нас есть private func start мониторинг. Для этого нам понадобится некий таймер. Давайте его добавим. Где-то вот здесь. Скажем, что у нас есть таймер. В принципе, его тоже можно сделать приватным, нигде он больше не используется. И добавляем Start Monitoring. Берем наш таймер, говорим, что это у нас таймер. Таймер по расписанию нам нужен. Так, в целом все верно он предлагает. Сейчас только сюда свою функцию напишем. Repeats, повторы, да, обязательно. User info мы ничего не передаем. Вот здесь. Смотрите, чтобы было плавно, чтобы анимация была как здесь, плавная, вот, это в каждую долю секунды вот так. Вы можете и вот так сделать, но лучше не стоит. Вот, сделайте вот так, если вот так, слишком рвано будет. Каждую десятую часть секунды анимация не такая плавная. А вот так она уже даже вот так. Она уже плавно становится. Окей, это наш старт мониторинг. И давайте сначала напишем функцию stop monitoring. Вот эту функцию мы сейчас напишем. Только скажем, что когда мы останавливаем, мы берем наш таймер, invalidate, таймер равно nil. Все, потому что он не должен просто так работать. Есть. И теперь давайте вот эту функцию мы с вами напишем. Пишем private func. Как он у нас называется-то? Update. Есть. И эта функция должна быть у нас обязательно Objective-C, так как мы его запускаем вот через селектор. Хорошо. Берем наш рекордер, берем его update метрик. Вот как раз здесь эта метрика будет обновляться каждое вот это время. Обновляем. И теперь достаем, скажем так, вот, average power. Вот, average power — это как раз уровень звука, уровень записываемого звука. Здесь у нас получится опционал. Да, опционал. Вот. Это канал нулевой. Ну, насколько я помню, он по умолчанию. Если вы тут можем настроить разные каналы, но мы вам советуем, может, ничего здесь не менять. И print будем выводить наш волюм. Вот это значение нам нужно будет перекидывать сюда, и в соответствии с изменением этого значения мы будем менять наш круг. Вот и все. Дальше, что у нас есть? Старт. Давайте теперь сразу добавим сюда функцию нашу. Есть. Функция stop monitoring идет вот сюда. И нам еще нужна функция, которая будет у нас называться reset timer. Так, reset timer. Хотя нет, таймер мы тут останавливаем. У нас будет еще один таймер, ребята. У нас будет еще один таймер, но этот таймер будет слушать тишину. Мы сделаем так, что если человек не говорит там в течение определенного времени, запись останавливается. Запись остановится. Ну, пока давайте проверим вот это. Наша задача сейчас проверить
как меняется вот этот volume, и сделать функцию start-stop. И также эти значения отловить вот на этой стороне. Так, да, completion нам понадобится, но мы сейчас сделаем сначала старт. Давайте сначала сделаем старт. Какой-нибудь start action добавим сюда. Пусть будет lazy var start action UI action. Окей. Вот так сделаем. Смотрите, что мы будем делать? Во-первых, давайте guard. Так. Self. Хорошо. Нам нужна будет некая плашка var is record. Показать, есть ли. Так, это пока не нужно. Нет, это нам пока не нужно. Вот, мы будем, во-первых, переключать его. Так, давайте вот так. Будем его переключать и проверяем. Так, UI action in... Да, тоже есть у нас аргумент. Хорошо. Есть. И говорим следующее. Если у нас is record, то нам нужно private let record manager равно record manager. Говорим, что record manager start, запускаем. Иначе record manager stop. Так, отлично. Теперь функция есть, ее надо добавить. Всегда забываем. Все. Добавили сюда наш action. Хорошо. Что теперь будет происходить? Мы нажмем на кнопку, у нас начнет записываться, выводиться вот эти... Тут начнет уровень громкости выводиться. Нажмем опять, все остановится. Но работать не будет. Почему? Потому что нам нужно в info.list добавить следующее. Privacy. Так, privacy, если не ошибаюсь, микрофон, да, usage description, и тут напишем, что we use your микрофон. Ну, можете написать все, что угодно. Есть. Хорошо. Далее. Ну, в будущем еще тут будет одна запись, пока остановимся на этом. Так, микрофон, да, есть. И теперь, если мы запустим, опять же, ничего не услышим. Ровно потому, что у нас симулятор. Давайте запустим это на айфоне. Запустим все это дело на айфоне. Так, и чтобы вам показать, все, должен быть видно. Так, вот наш description. Разрешить. Ну, да, глупость. Мы ничего не увидим. Почему? Потому что view background color white. Есть. Так, надеюсь, вам видно. Смотрите, сейчас вот здесь мы должны будем увидеть раз, два, три. Раз, видите? Раз, два, три. Вот он слышит тишину, вот эти значения тишины. Говорим громче. Раз, два, три. Раз, два. Все, отлично. Значение отлавливается. Останавливаем. Стоп. Все, остановилось. И чтобы посмотреть вообще, что у нас записалось, или нет, у нас все это сохранилось в файловом менеджере. Но файловый менеджер в симуляторе достать легко. Мы используем iPhone. Как его достать? В целом тоже очень легко. Берем наше приложение, берем вот так,
Загружаем наш контейнер. Так, загружаем наш контейнер куда-нибудь в загрузки. Вот он есть. Смотрим, показать содержимое. Открываем. Документ. Вот наш. Раз, два, три. Раз. Видите? Все, шикарно. Запись сохранилась. Точно так, как мы сказали. Вот. Это, по сути, мы написали с вами самый обычный диктофон. Если вы хотели написать диктофон, то он пишется в целом вот так. Хорошо. Что мы здесь сделали? Мы сделали вот этот с вами. Ну, давайте еще анимацию добавим, чтобы было вообще красиво, а уже потом перейдем к тексту. Чтобы была анимация, во-первых, нам нужно отлавливать вот эти значения вот здесь. Можно сделать двумя способами. Можно сделать это протоколом, то бишь делегатом. Давайте это уберем, чтобы вам не мешало. Вот, можно это все сделать делегатом, а можно сделать completion. Но так как тут будут у нас делегаты, можно это все сделать делегатами. Но хотя я бы это лучше сейчас сделал completion. Скажем, что у нас есть некий completion. Вот. И будет возвращать CG float. Так, у нас с вами здесь тип float, даже просто float. Тип float будет возвращать. И здесь мы с вами говорим, что отправляем наш volume. Есть. Окей. И теперь нам надо сделать вот здесь. В нашем viewDidLoad мы говорим, так как у нас называется record manager completion, voice completion равно, берем weak self, пусть будет вот так. Вот это значение мы получили вот здесь. Opt self. И смотрите. Теперь мы можем все это изменять. Вот наше view где-то есть, вот и есть. Можем менять наше view. С первым делом всегда будем возвращать исходные положения. Говорим, что circle view transform равно origin scale. Есть. И теперь будем изменять. Circle view transform, берем circle view transform и увеличиваем. Но если сделать так, будет немного неправильно. Ну, во-первых, тут нам нужен тип CG float. Ну, давайте сейчас CG float volume. Тут придется немного высчитывать. Придется высчитывать ровно потому, что эффект будет не тот, который нам нужен. Давайте сейчас все дело опять запустим. Смотрите, видите? У нас круг есть, он просто растянулся на весь экран. Мы его не видим, ну он прям за пределы ушел. Вот ушел за пределы. Поэтому останавливаем. У нас и на симуляторе был запущен. Хорошо, останавливаем. И теперь методом расчета, вот, когда я делал вот этот проект, который показывал здесь, я пришел к такому значению. Смотрите, единица минус, потому что там отрицательное значение у нас, единица, деленная на. Берем volume и где-то на 15 примерно. Вот этого значения хватает, чтобы чуть-чуть. Если вам нужно, чтобы больше, вот это значение уменьшаете, чтобы вибрация была чуть больше. С этим можете экспериментировать. Вот это не, скажем так, не константа, это не обязательно. Вот с этим вы можете экспериментировать, как вам хочется. Какого эффекта вы хотите добиться, можете вот так и делать. Но если сейчас запустим, то видим, надеюсь, что в этот раз у нас нормально будет. Это просто расчет. Вы можете сделать этот расчет самостоятельно. Раз, два, три,
4. Вот видим, я говорю, и, в принципе, на мой голос это все реагирует. В дальнейшем мы сделаем так, что когда будет идти голос ответа, он тоже будет дергаться. Либо где-нибудь вот сюда наверху загрузчик сделаем. Это вообще не играет никакой роли. UI может быть абсолютно любым. Все дело в том, как вы захотите. Самое главное, у вас будет вот это значение, от которого или к которому вы можете привязать любой UI. По-моему, это очень круто. Хорошо. Это есть, но мне не нравится, что кнопка вот такая. Давайте сделаем, что во время play тут будет кнопка стоп, чтобы мы могли нажать. Останавливаем. Есть. Ладно, что дальше? Так, давайте опять скроем. Что дальше? Дальше нам нужно настроить вот этот, чтобы он у нас, в принципе, менялся. Знаете, как мы с вами сделаем? Давайте подумаем. Во-первых, сделаем тут следующее. Will set и скажем, что у нас есть add button. Так, set image. И сделаем так, что UI image system name. И здесь у нас, если новое значение true, то будет stop. Иначе будет play. И тут у нас normal. Так, если не ошибаюсь, это можно скрыть. Давайте сейчас проверим. У нас установится значение. И будет кнопка. Да. Нет, вру. Сейчас просто не показываю вам, поверьте, там ничего не установилось. Поэтому мы можем вот это все просто продублировать. Ничего страшного не случится. Вот, теперь смотрим на кнопку. Только не new value, а вот так. Вот. Сейчас смотрим на кнопку. Тут есть? Да, есть. Смотрим на нашу кнопку и увидим, что когда мы нажали, когда слушается, все, кнопка есть. Остановили, отлично. Есть, все, есть, все. Круто. Теперь давайте добавим Silent Mode. Я его так называю. Это слушатель тишины, условно. Мы будем слушать тишину. Если в течение какого-то времени, там, условно, 2-3 секунд молчим, у нас запись остановится, и кнопка тоже поменяется. Чтобы мы могли отсюда менять вот это значение, давайте вынесем его в протокол. Скажем, что это у нас будет ViewController Delegate. Вспоминаем делегаты наши любимые. И выносим его вот сюда. GetSet. Есть. И подписываемся под этот протокол. И здесь, здесь мы скажем, что у нас будет некий делегат. Только он будет называться View. Вот так. Будет какой-то делегат. И чтобы его теперь вот здесь передать, нам придется эту запись немного изменить. Сделаем вот так. Развернем. Return. Вернем этот объект и подпишем. Смотрите. Delegate self. Все. Мы инициализировали этот объект, подписываем сюда делегатом. Так. Делегат. Record Manager. Что-то тебе, правда, не нравится. Делегат. View Controller. Делегат есть. Господи. LazyVar. Забываю вечно. LazyVar. Все, круто. Под делегат подписали, и теперь этот делегат у нас должен там работать. Есть. Отлично. Мы сделаем так, что этот делегат будет срабатывать, когда у нас будет останавливаться запись. Stop recording. Вот здесь. Скажем, что у нас... Так, где у нас вот здесь? Пусть будет делегат. Точка. Is record false. Есть. А здесь, так, вот здесь, в принципе, оставим.
Вот здесь оставим. Так, вот здесь в целом. Так, давайте подумаем, если там мы переключим. Да, тут это можно оставить. Если мы тут нажмем на кнопку, у нас стоп рекординг. У нас просто false присваивается, нормально, тут просто переключение идет, не страшно, оставим. И здесь напишем теперь следующее. Здесь напишем следующий код. Нам нужен какая-нибудь функция, которая будет слушать тишину. Для этого у нас есть с вами start monitoring, update метрика есть с вами, и после нее и напишем приватную функцию. Там пусть будет start silent, ну, нормально, start silent detection. Нам нужен будет еще один таймер, silent таймер. Проверяем, если у нас этот silent таймер равно nil, напишем следующий код. Так, в принципе, до чего умно он подсказывает, ну так и сделаем. Здесь вот, сколько мы будем слушать тишину. Допустим, можно это вынести в переменную, можно сразу написать, там, условно, 3 секунды. Вот я в том предложении делаю 3 секунды. Вот, 3 секунды мы слушаем тишину, если, и будет вызываться, по сути, вот эта функция. И напишем эту самую функцию, которая будет называться check silent. Так и оставим check silent. Давайте напишем Objective-C, func check silence, выведем print, скажем, что обнаружена тишина, останавливаем запись. Окей. И тут у нас будет происходить следующее. Функция stop recording есть. И в дальнейшем будем отправлять наш файл на распознавание. Хорошо. Есть start. Так, есть. Вот. И теперь эту функцию нашу мы будем вызывать вот здесь. Start detection. Вот здесь. Так, давайте подумаем. Start silent detection. Мы слушаем с вами тишину. Запустили. В метрике, когда у нас будет обновляться с вами метрика, вот здесь мы говорим, что если у нас average, пусть будет, как мы volume даже назвали, да, если у нас volume меньше какого-то значения, ну, тишина у нас примерно, по опыту могу сказать, это минус 20. Вот минус 20 это наша тишина. И минус 20 это будет наша тишина. И говорим, что если у нас это значение меньше, вот этого, опять же, можно в переменную вынести, потом, чтобы менять, это уже как угодно можете сделать. Мы говорим, что start silence detection. Иначе нам нужна функция, которая будет сбрасывать наш таймер, потому что мы еще говорим, каждую секунду это проверяется, и таймер сбрасывается, чтобы он не запустился. Поэтому пишем еще одну функцию, private func reset silent detection. Вот. Ну, в целом silence timer, invalidate есть, и говорим, что silent timer nil. И запускаем вот сюда. Отлично. Есть. И у нас с вами что должно происходить? У нас вот здесь stop recording, вызывается эта функция, делегат сам должен будет переключиться. Надеюсь, у вас вот тут забыл отключить просто. Надеюсь, тут код у вас не перекрылся. Ну, давайте запустим. Так, есть. Давайте так отодвинем. Так, говорим что-нибудь. Видно, это работает. Сейчас перестаем говорить.
Так, походу ему обнаружено. Останавливаем запись. Так, секунду, что-то не так. Он не должен был вот так сделать. Так, обнаружена тишина. Check silence. Есть. Обнаружили тишину. И silence мы должны были ресетнуть. Вот здесь он должен был ресетнуться. Так, проверяем, почему не работает. Обновляем. Так, обновляем. Обнаружили. Stop recording. Есть. Stop recording. Да, когда вот здесь, все верно. Вот здесь я еще забыл эту функцию вызвать. Reset. Вот его все. Есть. И не нравится мне, что он сразу услышал эту тишину. Так. Во-первых. Во-вторых, silence timer. Вот, все, не новый. Почему-то я новый создал. Есть. Так, вот здесь ресетнули. Да, вот здесь не LED надо было. Хорошо. Теперь. Так, это пока уберем. Вам не нужно. Так, теперь вот здесь значение минус 20. Давайте напишем как-нибудь по-умному, из разряда silence, что-то там. Пусть будет private var. Silence value. Пусть будет так, господи. Вот. Есть. И будем проверять с ним. Вот сюда. Хорошо. Где-то есть volume. Вот, давайте все-таки выведем, посмотрим, почему у нас все-таки остановился, когда мы с вами говорили. Так, запустим, проверим. У нас будет 3 секунды после старта. Вот нажимаем старт. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Отлично, не останавливается. Молчим 3 секунды. Все, шикарно. Видим, обнаружена тишина, и кнопки переключаются, и запись остановилась. Опять нажимаем, что-нибудь говорим, не знаю, что угодно, останавливаемся, 3 секунды должно пройти. Зашибись. Отлично. Это работает. Все. Наш, скажем так, что у нас? Наш диктофон работает, тишину мы можем слушать. Конечно, знаете, можно настроить и голосовой ввод, чтобы он начинал включаться, когда услышит определенное состояние, определенные слова, но тут уже нужно режим ожидания добавлять. Это немного, скажем так, чуть другая задача, поэтому пока оставим так, на кнопку. Будем делать на кнопку. Из разряда там «Привет, кто-то», можете, если будет интересно, можем потом как-то все это допишем и такую фишку тоже включить. Есть такие тут технологии, которые позволяют из коробки все это делать. Хорошо. И теперь знаете, что сделаем? Давайте мы с вами вот тот текст, то есть то аудио, которое получили, попробуем получить из него текст. Просто сделаем обнаружение, распознавание по голосу. Делается это довольно-таки легко. Ну, буквально одной функцией. Эта функция даже есть на самой страничке Apple. Ее можно чуть-чуть настроить. Я предлагаю... Нет, по красоте, если все делать, то лучше делать все, скажем так, в своем классе. Тут тоже можно было все по классам разделить, но мы сделаем следующее. New Group, Speech, как-нибудь вот так. Так, Speech, правильное слово, Speech, вот так. Detect. Пусть будет вот так. Окей. Здесь нам понадобится библиотека
speech. Вот она, замечательная библиотека. Я сначала думал сделать так, что распознавание тоже будет происходить через сервисы Яндекса. Там есть такая штука, как и распознавание речи, так и генерация речи. Но подумал, зачем, если вот эта библиотека замечательно с этим справляется. Хорошо, класс мы назовем как-нибудь, ну, точно так же, как и файл. Speech Detector. Хорошо. И тут нам нужна будет одна функция, которую назовем... Давайте вот так и назовем speech, detect speech. Нам нужен будет URL, файл, который сюда придет, который мы будем распознавать. Смотрите, чтобы сказать, что речь русская, без этого он по умолчанию английскую делает, настроим локализацию. Говорим, что у нас есть некая локализация, locale, и тут у нас будет ru. В принципе, вот так работает. Хорошо. И дальше. Давайте создадим здесь сначала объект, который будет называться у нас, так, если не ошибаюсь, speech, как-то там назывался он, SF. Так, да, прямо тут и напишем, давайте. Вот здесь напишем. Говорим, что если у нас есть какой-то recognizer, только вообще не так, и объект называется, так, давайте, SF recognizer. Да, вот он, recognizer через локаль. Хорошо. И тут return. И выводим print. Так, то, что, допустим, язык, если тут что-нибудь неправильно ведем, не поддерживается. Хорошо, recognizer готов. Теперь нам нужно проверить, доступно ли вообще наше распознавание. Говорим, что guard recognize is available return. Говорим, что опять print распознавание. Вот, распознавание недоступно. Хорошо. И теперь настраиваем само распознавание. Говорим, что у нас есть. То есть сначала сделаем let некий request, если не ошибаюсь. Да, тут у нас нужен такой request, но мы его сразу сюда. Есть, насколько я помню, с URL sf speech. Вот он, замечательный наш через URL, который сюда придет, и говорим, что наш recognizer, запускаем recognizer, recognizer, запускаем здесь recording через, так, вот этот самый request. Если не ошибаюсь, нам нужен, так, нет, вот этот нам нужен, да, с completion handler. Сюда добавим request, и тут получаем, условно, некий результат. Можно сделать тут result. Ошибка. Есть. Так, смотрите, в целом, да, давайте вот так возьмем. Хорошо. Вот у нас получается с вами результат, получается ошибка. Есть. Проверяем вообще ошибку. Допустим, let error равно error. Это значит, что у нас будет ошибка распознавания. Есть. Если нет ошибки, то мы продолжим и говорим, что если у нас есть какой-то результат, наш результат есть, и говорим, что результат is final, то можем получить текст. Смотрите, тут есть такой параметр best, вот, transcription, и формат string. Ну, выводим его как string. Print текст.
Есть. Так, только вот так let's забыли. Все. Теперь сюда достаточно передать наш URL. Наш URL, по сути, это ссылка на нашу запись. И он вернет нам текст. Давайте проверим. Для этого, так, здесь добавим, давайте где-нибудь вот так, private let speech manager. Speech detector, ну или так, неважно. И запускаем, знаете, когда? Когда у нас с вами обнаружена тишина, остановили запись. Смотрите, остановили запись. И вот здесь можем отправить. Говорим, что у нас, если есть какой-то URL, берем наш рекордер, URL, если у нас есть уже записанная запись, отправляем наш Speech Manager сюда. Так, секунду. Почему-то я опционал сказал. Все. Давайте проверим. Так, давайте все это проверим. Только вот это уберем, а то будет сейчас маячить перед глазами. Кстати, вот тут можно еще после остановки добавить анимацию, чтобы показать, что процесс идет. Сюда добавить анимацию, какую-нибудь красивую, когда мы остановили, когда ждем результаты, когда обрабатывается. Это делается вот довольно-таки просто подвязать какую-то переменную в те же делегаты. Смотрите, вот этот completion тоже можно было не completion сделать, а делегатом. Сюда просто добавить функцию и вызывать здесь вместо completion просто эту функцию. И реализовать это не вот так, а реализовать это внутри какой-то функции. Вот. Может, так и сейчас попробуем сделать. Хорошо. Так, что нам надо? Да. 1, 2, 3, 4, 5. Вышел заяц погулять. Остановили. Вот. 1, 2, 3, 4, 5. Шикарно. Кстати, распознает прям вот идеально. Вот 10 из 10. Любой текст, ну, в плане разговорный, и любые обороты прям очень хорошо распознает. Поэтому нет никакого смысла делать какие-то искусственный интеллект, туда отправлять запросы, лишний раз тратить какие-то токены и так далее. Когда все это работает из коробки. Вот. И работает быстро. Да, отправить лишний раз. Шикарно. Все, распознавание есть. Что у нас теперь готово в этом видео? Голос есть. Текст на основе голоса есть. Теперь в следующем видео мы с вами напишем некий сервис, который будет отправлять Яндекс.GPT, получать ответ, и из этого ответа отправлять SpeechKit. Может, даже в рамках одного сделаем. Небольшой рефактор, может, между видео я сделаю и объясню, чтобы не тратить ваше время. Можете сами сделать. Единственное, что бы я сделал здесь, допустим, добавил бы еще функцию voice, давайте даже volume change. Как-то вот так. Сюда volume, только funk. Сюда volume float. Вот, что-то такое бы сделал. Удобно, когда у нас есть делегаты, чтобы не плодить вот эти, completion. Вот эти completion. Можно это вот так сделать. Это в целом убрать. Так, где-то есть. Вот этот completion убрать. И вот здесь сказать, что мы вызываем делегат volume. Все. Поверьте мне, результат точно такой же. Ну, давайте проверим. Удобно, когда использовать делегат, когда комплишены, то бишь клоужеры. Смотрите, если вам нужно что-то одно передать, можете не заморачиваться, создавая вот эти протоколы. Это все равно лишний протокол, описание, просто пихаете один completion. Но
Если у вас, видите, работает, есть несколько свойств, функций, которые вы будете передавать, то не паримся и делайте протокол, и все упаковывайте вот сюда. Можете экстеншн сюда писать, чтобы более гибким сделать. Угу. Кстати, можно еще на эту кнопку. Это протокол, да-да-да. Вот, extend, ну, нормально. Extension. Ну, понял, кстати, что я слово extension английское. Видите, работает у нас. Ну, да, я, наверное, просто не очень разборчиво говорю. В целом, хорошее распознавание. Ну, 9 из 10, значит, вот подвел на этот раз. Ну, ничего страшного. Искусственный интеллект это все равно за вас поймет. Ладно, можно еще, конечно, много тут работать, добавлять, чтобы при нажатии на стоп у нас останавливалось. То есть не только на тишину, допустим. Но это опять же делается очень просто. Вот у нас есть record stop. Нажимаем на стоп и вызываем, соответственно, вот эту функцию. Вот. Можно вот эту функцию вызвать. Даже не вот это, но можно и... Нет, это будет зациклено. Вот этот код вызвать. Можно это, в принципе, вынести еще в одну функцию. Send to recognize. Условно. Func. Вот. И вызвать здесь вот эту функцию. И точно так же, даже не точно так же, а вот здесь, stop, вот. И тогда у нас получится, что мы можем остановить на кнопку, и у нас отправится, либо подождать 3 секунды, и у нас отправится. Вот в целом как-то так тоже можно сделать. Допустим, так, говорим что-нибудь, останавливаем, есть. Опять что-нибудь говорим, ждем 3 секунды. Вот, шикарно. Работает, в принципе, как часы. Ладно, надеюсь, ребята, это было полезное видео. Прям постараюсь не задерживать. Тут осталось-то буквально по длительность вот такое видео. Но не хочу, чтобы видео было большим. Обязательно посмотрите, обязательно сделайте, практикуйтесь. Вот чисто практика, чтение документов, и только тогда вот все это может у вас получиться. Вот. Также не забываем про нашу школу, я буду с каждым видео говорить, так что не отписывайтесь, извиняйте, но моя работа вам напоминать, что у нас есть некая школа. Хорошо, но такие видео все равно будут выходить. В следующем видео мы уже подключим с вами вот эти вещи, и, думаю, получим прям полноценный голосовой помощник. А дальше вы можете его как угодно масштабировать, изменять, добавлять, что угодно делать. У вас очень классная база будет. Можете анимации добавлять. Здесь можете поверх какую-то еще анимацию сделать, когда мы ждем, чтобы не просто у нас глухая тишина, и мы там не знаем, что происходит, какая-то красивая анимация, как там при обработке искусственным интеллектом и так далее. Это уже решать вам. А я вам показал механику. Обязательно, ребята, пишите комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, если еще не подписаны. И до следующего урока. Всем пока.